Всем привет! Сегодня будем обрабатывать вот такой вот материальчик. Пришел ко мне посылочкой. Вот, спаковываем. Так, тут у нас скрытые ГТшки. Здесь у нас не вскрытые 608. И здесь вот дэшки. Ноги. Где-то вообще без ног. Ну, в общем, материальчик вполне себе хороший. Что-то упало. Так, обработаем сегодня, наверное, только ГТшки. Так, по сопроводиловке их должно быть 318 штук. Запомнили. Ну, для начала, я думаю, надо взвесить. Берем весы. Проверенные, кстати, пробирной палатой. Высыпаем 208,7 грамма. Стаканчик на пару литров. Пересыпаем. Сдабриваем все это полулитром дистиллированной воды. Точнее, даже не пол-литра, но 750 граммами. Так. Перчаточки. И приступаем к работе с кислотами. Так, возьмем, я думаю, граммчиков 100 для начала серочки. Так, ну, я думаю, все знают, что в концентрированной серной кислоте приливать воду нельзя. Надо делать ровно наоборот. То есть приливать серную кислоту в воде. Мерник замыли. Так, ну и для начала добавим полтосик азоточки. И кислоты хочу. Звук. Целый.
посуду моем сразу. Начинаем ждать начала реакции. Сейчас я перенесу это в вытяжную камеру на плитку. Там продолжим. Плитка у нас уже поднагрелась. Температуру ставим где-нибудь на 5. И ждем. Я пока пойду покурю, а вас оставлю с таймлапсом. Ну вот, реакция у нас запустилась. Теперь остается только ждать. Пошло выделение газов, диоксида, моноксида азота. Травить будем до талого. Скорее всего, что в 2 этапа. Протравим до сработки кислот, потом их сольем и добавим новую порцию. Первая порция кислот уже почти сработалась. Сейчас дождемся окончания реакции и будем сливать. И потом будем заливать свежие. Так, возвращаемся к нашему раствору. Первично все сработалось. Так, и сейчас мы это верхушку отдекантируем. Кто-то, может быть, скажет, что при переливании мы тут половину потеряли. Но это не так. Сейчас мы фильтр-раствор отфильтруем. Соответственно, все взвеси, в том числе золотую пыль, находящуюся в растворе, мы поймаем на фильтре. Ну а то, что выйдет после фильтра, соответственно, проверим на наличие серебра. А то, что останется на фильтре, соответственно, будем потом растворять вместе с основным материалом уже в царской водке. Потери, если будут, они будут минимальные. Скорее всего, что их не будет совсем. Так, ну а пока приготовим следующую порцию кислот. Так, берем такое количество, нам теперь не надо большое. Берем немного дистиллированный. Так. Теперь уже можно на глазок. Немного серной.
Ну и еще меньше азотный. Ну, видно, что остался в основном не магнитный материал, то бишь медь. Ну и тащим все это обратно на плитку. Так, ну а пока основной материал дотравливается, мы пока фильтранем то, что у нас осталось после первой протравки. Берем пару фильтров белая лента. Включаем вакуумник. Смачиваем фильтр. Переливаем. Так, ну пока ведет фильтрация, вернемся к нашему основному материалу. Видно, что почти все уже протравилось. Ну вот, похоже, вылез и первый косяк. Есть подозрение, что, несмотря на песчаную баню и то, что посуда высокотемпературная, похоже, произошла, мягко говоря, разгерметизация. Короче, стакан, похоже, треснул. Под него он идет дымок. Поэтому сейчас мы будем спасать ситуацию. Быстренько перельем в другой. Вот, но по ходу пьесы видно, что вся фольга всплыла. Декантировать нормально это будет невозможно, поэтому будем ловить всю фольгу тоже на фильтре. Скорее всего, на том же самом, на котором сейчас фильтруется жидкость после первой протравки. Так, тревога, похоже, оказалась ложным. Стакан вроде бы все-таки целый. Материал дотравился основной. Ну и переливаем его для фильтрации.
Всю золотую фольгу замечательно поймаем на фильтре. Фильтрацию закончили. Вот что у нас осталось на фильтре. Если честно, как-то очень жиденько. Я ожидал больше. По-моему, проще материал было смыть. Потравливать. Ну ладно, тем не менее, сейчас перенесем этот фильтр в литровый стакан и будем растворять раскладки. Ну а то, что после фильтра, проверим на наличие серебра и утилизацию. Теперь быстренько проверяем отфильтрованный раствор на наличие серебра. Подливаем соляной кислоты. Видим, что серебра ни хрена нету. Ну, собственно, это и не являлось нашей целью, поэтому отставляем. Здесь все гораздо интереснее. Здесь собраны все фильтры после фильтрации. Сейчас будем то, что на них осталось, растворять в царской водке. Для этого приготовим, я думаю, миллилитров 80. Соответственно, 3 к 1. 3 части по 20 миллилитров соляной кислоты, это будет 60. И добавляем 20 миллилитров азотной. До 80. Посуду сразу замываем. Еще на плитку растворять. Процесс стартанул. Ну и ждем, я думаю, минут 10 вполне хватит. Дождемся, пока растворятся фильтры. Будем фильтровать то, что получится. Так, растворение, похоже, закончилось. Цвет раствора тоже похож на правильный. И все на фильтрацию. Берем 2 фильтра синей ленты. 2, чтобы случайно не прорвались, потому что раствор горячий. Включаем компрессор. Мешаем силу всасывания. Смачиваем. Переливаем.
Фильтрация почти закончилась. Промываю фильтр. Добавляем мощности всасывания, чтобы его высушить. Так, фильтр промыли. Его не выбрасываем. Собираем со всеми фильтрами на дальнейшую последующую переработку. Цвет правильный. Довольно насыщенный. Ну, не знаю, навскидку. Может, грамма 1,5 будет. Замываем колбу. И сейчас я вас перенесу в другое место. Так, ну что, начинаем осаживать. Включаем на подогрев, греем 1 градусов до 80. Потом будем гасить азотку. Пока раствор греется, подготовим осадитель. Осаживать будем гидрозингидратом. Этого набираем, собственно, гидрозингидрат. Шприц. Шприц не острый, потому что, не дай бог, уколоться. Игла откусана. Так, набираем 2 кубика. Дальше разбавляем дистиллированной водой. 1 к 2, 1 к 3. Для того, чтобы реакция при прикапывании не была очень бурной. А то можно и разбрызгать все по стенам. Так, раствор нагрелся. Будем гасить азотку. По классике мочевиной. Азотка есть.
Все. That's enough. Да, градусов 70 есть. Можно осаживать. Ну, прикапываем гидрозин-гидрат. Раствор после двойного отправления достаточно чистый, поэтому, скорее всего, что скоагулируется с первого раза. И даже перерастворять, скорее всего, не потребуется. Прикапываем. Чтобы было лучше видно. Прикапываем. Я в процессе иногда добавляю дополнительно мочевины. По моим наблюдениям, способствует процессу коагуляции. Если коагуляция не происходит, ну, в нашем случае вот она началась, увеличу, будет заметно. Если коагуляция не начинается, можно добавить прямо так в раствор серной кислоты. Гидрозина достаточно. Это был контрольный в голову. Ну, а теперь греем и ждем. Через какое-то время раствор прочистится. Почему-то ни у кого не видел такой способ сожжения с помощью магнитной мешалки. По мне такой очень удобный. Вот. И магнитный якорь, он коагулированные куски сбивает в более плотные. Они осаждаются лучше на дно. Но пока они вращаются, то набирают на себя оставшиеся в растворе, в том числе и коллоидное золото. Ну, раствор быстрее прочищается. Зачем помешивать это палкой, если можно все автоматизировать? Ну, собственно, крутим. Перейду вас на таймлап. Ну, собственно, вы все видели, как раствор просветлел. Я думаю, на этом сожжение можно считать законченным. Выключаем подогрев, выключаем мешалку. Так, ну и сливаем это дело вот в такую емкость, для того, чтобы, когда все окончательно осядет, мы вытащили, забрали оттуда остатки.
На вид осадка не так много, но он достаточно плотный. Сейчас будем кипятить в дистиллированной воде, а дальше сушить и взвешивать. Помываем. Сливаем. Подливаем дистиллированную воду и кипятим. Так, воду дистиллированную слили. Теперь сушим. Я не стал в этот раз чистить все кислотами, либо перерастворять. На таком количестве делать это бессмысленно. Нашей целью сегодня конечная плавка не является. Сплавлять лучше все-таки количество больше. Вот. Соответственно, чистить я буду, когда наберется материал уже с нескольких обработок. Вот тогда либо почистим в кислотах, либо перерастворимся. Вот. Но на первый взгляд результат будет достаточно грустный. Мысли по этому поводу есть. Ну, давайте дождемся взвешивания. Потом уже будем рассуждать. Так, наш осадок высох. Ну и финалочка. Сейчас будем взвешивать. Так, ну результат у нас 0,77 грамма. Результат, прямо скажем, удручающий. Я рассчитывал, что будет хотя бы грамма 2,5. В процессе переработки косяков я за собой не заметил. Переработка прошла достаточно гладко. Все растворы нормально отфильтрованы. На фильтрах все поймано. Вот. Но из мыслей думаю, что это тот случай, когда попался подсмытый материал. Вот. В подтверждение слов, я думаю, что запущу в конце видео детальный скрин того, что мы ловили на фильтре. Но вообще предварительно даже было заметно, что фольга с транзисторов плавала по поверхности. А обычно с советских транзисторов, микросхем, фольга тонет. Вот, поэтому, скорее всего, что материал был подсмыт. То есть кто-то взял, обработал его не до конца тем же самым джинчаном. Вот. Часть позолоты ушла, соответственно, в раствор. После этого вынули, промыли, высушили и отдали мне.
Ну, с поставщиком этого материала мы будем разбираться отдельно, видимо. Думаю, что это видео он тоже посмотрит. Вот. Так что вот такие результаты. Как я обещал, при открытии канала здесь не будет никаких подсыпок, здесь будет все по-честному. Вот, собственно, она и честность, потому что ожидаемый результат не меньше 2,5 грамм. Ну, а фактически вот такой 0,77. Признаюсь, что материал я, получается, купил, мягко говоря, дороговато. Ну, всякое случается. Вот, плавиться будем в следующий раз, после еще каких-нибудь пары обработок. Ну, а на сегодня всем пока.